пикетном зале Зимнего дворца до 3 октября открыта выставка под названием «Античный миф в творчестве Бертоля Торвальдсена. Рисунки и скульптура из собраний музея Торвальдсена в Копенгагене и Эрмитажа». Эта выставка – совместный проект датского и российского музеев. Большинство представленных на этой выставке произведений Торвальдсен создал под влиянием античной мифологии и литературы. Однако датский мастер успешно работал также в области религиозного искусства, монументальной и портретной пластики. Собрание Эрмитажа позволяет поближе познакомиться с некоторыми портретными работами датского скульптора. Среди них особого внимания заслуживает портретная статуя графини Елизаветы Алексеевны Астерман-Толстой. Елизавета Алексеевна была супругой боевого генерала, героя наполеоновских войн, графа Александра Ивановича Астермана-Толстого. В 1813 году в битве под Кульмом Александр Иванович потерял руку. Он вынужден был покинуть армию и отправиться на лечение за границу. Его сопровождала жена. Супруги в 1814 году посетили Италию. Скорее всего, на рубеже 1814-15 годов Астерман-Толстые прибыли в Рим. Здесь они познакомились с Торвальдсеном, и Елизавета Алексеевна позировала ему и заказала свою мраморную статую. Модель статуи была закончена к концу 1815 года. Однако перевод в мрамор занял несколько лет, и лишь в начале 1820-х годов мраморная статуя Елизаветы Алексеевны украсила петербургский особняк Астерманов-Толстых. Скульптор изобразил Елизавету Алексеевну, сидящей на низком табурете со сложенными на коленях руками. Лицо графини спокойно, она словно погружена в свои мысли. Графиня облачена в легкое платье, которое очень напоминает античную тунику. Руки отличаются правильной и мягкой формой. В 1837 году, вскоре после смерти жены, Александр Иванович продал свой дом вместе со всем имуществом. Однако статую своей супруги он подарил Петербургской академии художеств, которая до этого времени не имела произведений Бертоля Торвальдсена. Лишь после Октябрьской революции статуя поступила в собрание Эрмитажа. Бертоль Торвальдсен принадлежал к числу наиболее востребованных портретистов эпохи неоклассицизма. Ему позировали самые известные и коронованные особы, в том числе и члены русского императорского дома. Осенью 1820 года в Варшаве произошла личная встреча русского императора Александра I и Бертоля Торвальдсена. Русский император, узнав о желании скульптора сделать его портрет, неожиданно согласился, хотя не любил позировать, и это делалось обычно украдкой. Александр I дал Торвальдсену несколько сеансов, во время которых, выполняя пожелания скульптора, даже снял тугой галстук и обнажил грудь. Александр I остался доволен работой Торвальдсена. Он наградил его бриллиантовым перстнем и пожаловал орден святого Владимира IV степени. А Петербургская академия художеств избрала его в свои почетные вольные общники. В 1829 году в Риме побывала великая княгиня Елена Павловна, супруга великого князя Михаила Павловича, младшего брата Александра I. Она познакомилась с Торвальдсеном и позировала ему. Ее портрет вызвал в Риме всеобщее восхищение. Бертоль Торвальдсен никогда не был в Петербурге, однако его имя и произведения были хорошо известны и высоко почитались в российской столице. В 1852 году в Петербурге был открыт новый музей, получивший название «Новый Эрмитаж». В нем два зала были отведены под современную скульптуру. Потолок зала западноевропейской скульптуры был украшен портретными медальонами выдающихся скульпторов нового времени. Портрет Бертоля Торвальдсена был размещен рядом с портретом великого Микеланджело Буонаротти.